Так, после шлифовки. Снял все масло, вылезал где-то 400-й наждачной бумагой. Я не буду больше его вылизывать, потому что нет необходимости. Я хочу его потом одним раствором все-таки обмазать, элементарно сделать защиту. Да, он будет, конечно, не такой симпатичный, он будет матовый, но все равно это будет выглядеть олдскульно так, олдово, а не как вот эта блестящая штука. Ну, понятно, что мы вылезали всю ржавчину, и теперь он по факту уже не гнилушка, но хочется, чтобы он выглядел как-то так, не знаю, аутентично. После обработки оно еще немного липкое, но оно перестанет быть липким и будет полностью вот такое вот все серенькое и матовое. Да, визуально это, конечно, не очень. Тут остались все эти пятна от масла, но есть один большой плюс. Это все защищено от гниения, от ржавчины. То есть все эти ямы, они у нас проржаветь не будут. Конечно, подскажет время, но я думаю, что в целом у нас то, чего мы хотели, защитить лезвие, у нас получилось. Да, я не думаю, что я еще раз буду пользоваться таким методом, но с другой стороны, мы же учимся. Теперь дело осталось заточить. Все, заточка есть. Я никогда не вылизываю топора до какого-то там дикого состояния. Можно было, да, и паста Гои, и мелкая там тысячная наждачка и так далее. А зачем? 2 удара, и у него этой лезвиной просто нету. Поэтому есть заусенцы. Да, они есть. Вот, но как бы то ни было, здесь вот яма, да, видно. Здесь яма, здесь яма. Вот здесь в первую очередь будут они проседать. Но с этим ничего не поделаешь. Ничего с этим не поделаешь. Или убирать металл. То же самое с другой стороны. Или убирать металл. Здесь немножко получше ситуация. Хотя вот яма тоже есть. Довольно сильная. Вот как бы то ни было. Вот такую заточку я оставлю, она достаточно для топора. Есть здесь, там где вот яма была, заусенцы, но с этим ничего не поделаешь. Потому что снимать еще полсантиметра для того, чтобы у тебя была идеальная кромка, ну а зачем? Я им буду дерево рубить и где-то нечаянно даже гвозди, и это топор. То есть все что угодно может быть. Или в лес таскать, там будут камни, неизбежно. И становится вопрос, а зачем? Вот такую рукоятку купил за 220 рублей. Сразу говорю, мне она не нравится, она неправильная. И даже если учитывать, что она якобы для колуна, все равно, как мне кажется, она неправильная. Плюс есть, то есть она неправильная именно по эргономике. Плюс есть такой момент. Берем, допустим, ширина, ладно. Допустим. А вот длина проушины. И вот мы видим, что она намного
Короче, что получится сделать здесь? Так как она идет вот здесь и вот до сюда на расширение, то будем всаживать примерно вот так, да. То есть очень глубоко посадка будет, но зато она позволит по-человечески его набить правильно. И естественно, что должен быть угол правильный, то есть вот примерно так, под таким наклоном неправильно, не прямо перпендикулярно, а вот под таким наклоном. Но здесь сама рукоятка, конечно, выполнена не для этого, для топора, но выбора особо нету, потому что если делать это правильно, то это нужно вырезать топорище из доски полностью под этот топор, под эту проушину, то есть брать правильно высушенную доску и вырезать правильно по параметрам, по эргономике топорища. Такой возможности у меня нет, поэтому мы будем работать с тем, что есть на данный момент. Появится мастерская, появятся какие-то станки, инструменты, и можно будет заморочиться. И саму рукоять, как по мне, она слишком толстая, похоже, как будто рукоятка для молота. Я тоже немного, здесь она еще и на расширение идет, а здесь опять на служение, дебилизм, просто какой-то идиот делал. Но наоборот, здесь должен быть грибок, он должен быть более широкий. Я хочу вот в этом месте, самом толстом, немножко тоже ее сузить, потому что если будет длительная работа этим топором, да неважно где, там дрова, лес, что угодно, где угодно, то руки просто начнут уставать, и пальцы могут раскрыться, то есть кулак из-за того, что вот он не сжимается полностью, он может, если поведет топор, резко раскрыться, и топор может куда-то прилететь, не дай бог. Поэтому в этом месте, чтобы охват был сильнее, я буду сжимать. Вот вам и эффективность этого рашпиля. И для грубой обработки идеально. 10 движений, и у тебя все готово. Вот и пошло. Угу. Он потихоньку двигается. Ни в коем случае не быстрый процесс всегда. Если хочешь делать это качественно, то есть нужно максимально плотно топора к топорищу. Максимально. Насколько только можно. Потому что если там уже болтается, ты насадила оно как говно в трубе. Вот так вот, блядь. Ну, это все. Это приехали. Оно, скорее всего, разболтается. Поэтому нужно подгонять максимально плотно, а потом еще, естественно, расклинивать. Тогда, да, оно будет намного дольше служить. Не то, что там оно бессмертное, но оно будет намного дольше служить, потому что максимально сильно распортка будет клином, максимально плотно древесина к металлу. И туда между деревом и металлом ничего не залезет, ни вода, ни пыль, ни какие-то опилки, ни какая-то там влага. И то есть и пойдет процесс гниения. И все, то есть оно со временем вылетит. Вот почему это довольно долго и тяжело. Итак, предварительно насадил. Вот это вот все уберется. Эти заусенцы, оно сядет глубже. Не скажу, что я доволен, оно должно быть больше под углом к топорищу. Потому что этот язычок должен плотно прилегать. Буду стараться это сделать, но в общем-то уже более-менее. Здесь еще неправильная рукоятка. Она вообще как бы, можно сказать, ровная.
Вот она ровная вообще. И вот у нас получается правильного угла нету. Но я буду пытаться сам топор насадить больше под углом. То есть больше, еще сильнее под углом. И тогда будет более-менее правильно. С учетом неправильной рукояти. То есть она как минимум не для этого топора, она для колуна. Я так понимаю, делалось. Ну, будем пробовать. И дальше все очень просто. Распиливаем. Еще поперек распил. И вставляем на 3 клина. Один большой продольный и 2 поперечных. Сделал распилы. Не буду снимать, как это долго и мучительно, без мастерской. Сделал надпилы обыкновенной. Ножовка по металлу, все равно они деревянные клинья, все расклинится и все будет замечательно. На самый обыкновенный ПВА, качественный, великолепно держит. И сделал вот, просверлил, для того, чтобы не треснуло. Оно все равно может треснуть, но шансы намного меньше. Поэтому я всегда стараюсь просверлить дырку. Вот, меня это еще не подводило, я это подглядел, уже даже не помню где. Просто 5-е сверло или 5-е, в основном 5-е, 5-е, 6-е, в зависимости от того, какая заготовка. Все, дальше деревянные клинья. Набил клинья. Клинья просто вырезаю ножом или топориком из твердых пород, то есть или из того же бука, дуба, как и основная рукоять. Или какие-то фруктовые деревья, то есть очень твердые породы. Или из старых рукояток. Точно так же замечательные клинья получаются. Главное, чтобы они были или той же твердости, или тверже, чем основная рукоятка. И просто на самый обыкновенный ПВА я рекомендую брать в бутылках. Или какого-то не очень большого объема, потому что он просто лучше клеит. Это опять же опытным путем. Здесь пришлось вот набить еще дополнительный чопик. Как я уже объяснял, даже если я посадил его глубже, вот здесь вот проушина, вот, она больше, она все равно получилась больше, чем ширина самой рукояти насадки. И вот логично, он вышел в пустоту, вышел и здесь он сместился, и вот получилась здесь дырка. Пришлось просто забить чопиком, ну я это спилю, и будет неплохо. Очень боялся, что лопнет, но нигде не лопнула. Мне показалось, что она пересушена. Здесь немножко, но это я обработаю. Как-то так, не скажу, что я очень доволен, но мы же учимся. Мы постоянно учимся. Чем больше косячишь, тем больше учишься. Вот так вот. Мы прошлись, больше я уже не буду, уже гладкая, насколько только можно, вылизывать зеркало, еще и дерево, как бы зачем, если этим работать. Все, дальше осталось только маслом. Рукоятка, она все равно неправильная, не совсем такая, какая должна быть, поэтому и не надо пытаться сделать из нее что-то волшебное. Это нужна новая рукоять, правильно сделанная, правильно высушенная. Очень повезло, что она не лопнула. Расклин вполне достойный. Я очень сомневаюсь, даже при не самом правильном, при самой правильной насадке, я сомневаюсь, что он вылетит, потому что здесь вот клин, вот он, клин больше, и он заполнил вот эту часть, где не хватало. И вот.
Дальше масло. И уже будем пробовать. Раскаленное масло. Просто на любой плите, да хоть на огне, на чем угодно. Раскаленное, самое обыкновенное подсолнечное масло. У меня, не знаю, большая баклаха от бабушки, дедушки осталась, на всю жизнь хватит. И погнали. Вот так. И вот так вот аккуратненько. Хорошенько дать впитаться. Цвет немного странный, не знаю, что это за дерево, честно говоря. Не похоже это все-таки на дуб или на бук. Честно, почему? Потому что у дуба и у бука есть такие маленькие горизонтальные рисочки. А здесь ничего. Только полосы вот такие. Я уже не знаю, что это такое, но не столь важно. Главное, что оно не лопнуло. Я очень боялся, потому что мне показалось пересушена рукоять. Но нет, рукоять не лопнула. Все, вот хорошенько. И осталось теперь вот сюда. Вот так же, не стесняясь. Вот оно. Хорошо. И да, если вы увидите на просторах замечательного ютуба или просто интернета, вот там, где взяли такой тампончик ватный или какую-то такую тряпочку, или вы так взяли даже в руку и немножко так маслицем вот ее рукой прям натерли эту рукоятку, а потом сразу же тряпочкой вытерли насухо, то это чистой воды халтура, потому что оно на самом деле должно пропитать на какую-то или долю миллиметра, в зависимости от того, сколько оно будет находиться в этом масле или промасливаться. Рукоятки отдельно, человек, который занимается рукоятками, он их держит вообще в масле, они у него висят. Не знаю сколько, точнее уже не скажу, но они у него висят, у него целый, допустим, там подвешено там 10-20 рукоятей, и он их вот промасливает в течение большого количества времени. Поэтому, если вы вот это видите, то это декоративное промасливание для того, чтобы появилась текстура дерева. И только. Защита оно не дает. Одна вмятина, одна царапина и все. Как бы никакой защиты нет. Оно должно защищать от воды, от перепада температур, влаги всевозможной и так далее. Так что это нужно промасливать хорошо. Ну и вот. Как-то так. Здесь, конечно, коцка, но это мелочь. Мелочь. И вот у нас он уже более-менее пропитался. Понятное дело, что нужно выдерживать очень долго. То, что прям пропитка была древесиной. Но вот уже прошло время, и оно более-менее уже от перепада влажности защищено. Все, теперь смажем немножко топорик. И я думаю, можно уже приступать к тестам. Так. Опа. Что у нас тут? Немного такой, но клей, немного грязный, но не беда. Часть оботрется от работы, а серенькая вот такой вот останется, гладенькая, серенькая. Так, ну что, сейчас я немножко его тирану и будем пробовать. Теоретический ЗИГ 30-е годы. И все глубокие ямы забиты вот тем маслом, которое я решил оставить. Все-таки не самая, да, оно выделяется, но не самая это плохая идея была. Потому что оно забило полностью все эти поры. Оно оттуда никуда не денется. Никуда. Так что
Вот так. Будем тестить. Ну что, давайте немножко потестим. Честно говоря, даже пока не нашел, чтобы такой бахнуть, чтобы его сразу же не загадить. Потому что, ну вот прям потом обязательно, а сейчас как-то неохота мне его. Ну давайте на мелком пока на мелком. Как бы, ну, это понятно. Это все понятно. Без комментариев. Давайте немножко потолще. Хочется какую-нибудь прям что-нибудь такое большое и толстое бахнуть, но это надо искать. Толстовата рукоятка все-таки. Но посмотрите на срез. Насколько он. Вот он, вот. Гладенький-гладенький. Это она просто пористая внутри уже. Достаточно старая, уже трухлявая, вот это поры. Гладкий срез. Честно говоря, толстовато. Все-таки толстовато. Вот почему я делаю ее тоньше. Немного толстовато. Ну, будет такой для тяжелых работ. Сейчас я еще где-нибудь потестим на чем-то более тяжелом. Ну вот, очень символично. Нашел у себя на участке бузину. Ну, древовидная обычная бузина. Все знают, что такое бузина. Особенно на юге она отлично растет. Честно говоря, вообще везде, на каждом углу. И это довольно символично. Я случайно думал, что мне такое срубить этим топориком. И я как раз хотел небольшую болталку устроить, почему древесина бомбезная у этой бузины. Бузина, да. Но вот отдельное видео, вы скажете, я идиот. Ну, поглядим. Попробую вам доказать. Или хотя бы заинтересовать, попробовать. Пока давайте попробуем. Вот срубить мне она все равно пригодится. И вы поймете, для чего и почему. В общем-то, один удар. Можно сказать, перерубил. Это о том, насколько он не острый. Еще и как. Да, единственное, сразу заметил, немножко бьет, ну, в зависимости от удара, но как минимум не сильно, но бьет по рукам. Это из-за рукояти. Так что думайте, какая она должна быть, изучайте материалы. Она должна быть лукообразная или волнообразная, по-всякому, для того, чтобы она была эргономична. Ну что, хотите реальный тест? Реальный тест топорика? Пожалуйста. Абрикос. Сухой, как пробка. Вот. Я уже не знаю, насколько будет бить в руку, но тут и поглядим, из чего, на что способен, из чего он состоит, этот топорик. И все это, естественно, будем снимать.
Итак, давайте поглядим, на что он способен. То, что он острый, нет никаких сомнений. Сами видели, как все просто летело. Просто летело во все стороны щепки. Но есть одно но. Ничего не скрываю, никого не обманываю. Опа! Вот. Топор был отпущен. То есть отпуск все-таки, блин, произошел. Хотя я видел линию закалки, я ее видел, что она все еще оставалась, более темный металл. Когда я его вот этой покрывал жидкостью, то есть оно показало, что закалено. На деле же, пожалуйста. Причем эта штука еще и очень острая, оно все равно остается, то есть он острый как падла. Однако, никого не обманываю, ничего не скрываю. Насажен отлично. Все четко, ничего не следает, все отлично. Но есть одно но. Он мягкий. То есть он реально мягкий. Но это не проблема. Опять же, никого не обманываю. Все. Все есть, все хорошо, все замечательно. Но этого пацана в кузницу и перекалить. То есть заново его закалить. И, к сожалению, придется заново насадить. Ну, что я могу сказать? Не делайте вот такую вот хрень. То есть не покрывайте маслом. Все, что я могу сказать, все честно. Вот прям все честно. Не делайте так. Оно не подходит для закаленного инструмента. Подходит только для какого-либо черняка, рукоятки, то, что не будет закаляться, или какого-то толстого металла, как покрытие от гнили. Или там, где оно не будет царапаться, вот ручки дверей, фурнитуру, петли. Все это идеально будет выглядеть. Еще какие-нибудь железки декоративные. Но топор... Причем ему вообще хоть бы хрен, он просто вот погнулся, мягкий. Так ему хоть бы фиг. Его закалить, и будет великолепная опять машина. То есть это просто еще один, вот он, еще один в кузницу топорик. Чтобы ребята мне закалили. И я обязательно его вам покажу в каком-то другом проекте. Просто покажу, что я его закалил и заново насадил. Как бы то ни было, вот он. Все классно с ним все замечательно, кроме того, что он мягкий. Я его отпустил. Все-таки из-за времени, то есть температура была невысокая, а вот время отпустился. Пусть это и первоначально не было видно. То есть линия закалки все равно была. Так что вот так вот, ну как бы то ни было, без проблем пишите и потолкуем, и не делайте так. То есть вот вам мой реальный эксперимент, мой опыт. По крайней мере, вот инструмент режущий, рубящий, колющий. Таким методом не обрабатывать. Пожалуйста. Как бы то ни было, спасибо за просмотр. Обязательно будет дальше.